Всем привет! Мы находимся на тестовом сервере, у нас четвертый сезон и уже четвертая воронка времени. В данном ролике мы сравним команды Ледяного Взрыва в 4 ДД и одного саппорта. И сравним еще команду с двумя саппортами, это будет Филосия и Эстайон. Также хотел еще сделать Смира, но он у нас один день на второй воронке мелькнул и все. На этом его полномочия заканчиваются, потому что все слишком печально. Вот, приступим к самим командам. Выживать здесь, в принципе, очень тяжело. Воронка какая-то слишком жесткая, поэтому до конца тут, как бы я ни старался, нам дожить не получается. Именно команду состоен, даже несмотря на то, что в 2 ДД я использовал вот такие тайминги. Мы живем, конечно, дольше, чем в 4 саппорта, но доживать до конца нам все равно не получается. Вот такие тайминги. Тут получилось у нас как? Зорока пришлось вообще девать полностью защиту и перчатку, и броню, все, что можно, чтобы он часть урона на себя брал и не умирал, потому что бывали моменты, что он вообще умирает просто из-за того, что принимает на себя часть урона. По поводу Истайон. Очень вообще сложно сделать так, чтобы конкретно она танчила. И также вот эта проблема с тем, что она бафает персонажа, который с максимальным количеством атаки. И этот персонаж начинает танчить. Чтобы такого не произошло, приходится Эстайон выжимать ОЗ больше именно в 2 раза, чем, допустим, вот у меня у Белдель больше всех атаки. И при этом у нее 73 тысячи здоровья. Чтобы Белдель перестала танчить, Эстайон приходится делать вот такое количество ХП. То есть чуть-чуть больше, чем в 2 раза. Это очень сложно и очень много на самом деле. Но при этом, когда мы такое огромное количество здоровья выжимаем, но опять-таки здесь не банок нету на проточку, так-то, скорее всего, это было бы проще, просто баночек нету, вот, поэтому все сложнее. Так бы я и сопротивление бы выжил. Ну, в принципе, вот эту шмоточку одел, на 20% я повышаю себе сопротивление, плюс там еще связь стихии, у Филосии талант есть, который дает нам 30 единиц при наличии усиления. Вот, так что кое-как там что-то еще получается выжить. Тем не менее, до конца мы все равно не живем. Берем все по максимуму, стоим у нас будет пятая, это так, чисто для наглядности. Почему стоит рог? Потому что с другими артефактами вообще не получается собрать такое большое количество ОЗ. И ладно, уже приступим туда к бою. Будем быстро проводить бой через авто, чтобы не затягивать видео. Сейчас посмотрим, какой будет урон. Запомним его и уже будем сравнивать с другой командой, там, где будет у нас Фредгунда. Вот, даже получилось больше у меня набить, чем в прошлый раз. Живут 6,48. Мало, но тем не менее. Разница, кстати, в командах в чем еще? Нам приходится менять таланты, потому что совы теперь нету. И вместо таланта на отхил приходится брать вот этот старый добрый талант. И в чем суть? Что если бы мы взяли таланты на отхил нашим героям Ледяного Взрыва, это бы нам вообще не помогло, потому что первый падает либо Эстайон, либо Филоси, либо еще кто-нибудь, ну, не ДДшники. ДДшники стоят еще более-менее нормально. Единственное, кому мы берем талант на отхил, это Зорок, потому что он у нас принимает часть урона, ему нужно часто хилиться. Вот, ему я взял этот талант, это нам помогает как бы дольше простоять. Все, Ашине и Билдель я уже взял таланты, которые у них обычно, в принципе, были. Так, урон мы запомнили и примерное время, сколько они простояли. Перейдем же к командам, уже к другим. Вот у нас сова такая. В принципе, сет стоит тот же, что и на СТН, но уже характеристики другие. И вместо рога у нас будут рога оленя. Потому что, ну, зачем нам тут рог, правильно? Вот, и начнем. Для начала у нас будет Фредгунда с пятым пробуждением. Проверим. А, стоп, стоп, стоп. Сейчас чуть-чуть не накосячил. Потому что нам теперь-то надо таланты поменять. То мы так все умрем. Включая шину тоже. Все, таланты мы меняем. Все, остальных все нормально. И переходим... Ну, тайминги, в принципе, классические. Тоже покажу на всякий случай. Может, кому будет интересно. Другие по поводу совы пока что еще не пробовал.
Пока что как-то так. Запустим бой. И также сравним еще со вторым пробуждением, потому что он дает именно бонус к навыку. И без пробуждений, чтобы было более-менее понятно по поводу пробуд и так далее. Ну вот почти 2 раза простояли, кстати, ну почти столько же. Причем, как я уже сказал, что если бы мы взяли таланты над хил нашим ДДшникам, то вообще бы ничего не изменилось. Они столько же и простояли. Потому что первый отъезжает вообще наши саппорты. Урон на 2 миллиарда больше, но опять-таки это Фредгунда на 5-м пробуждении. Сейчас мы снимем ей ее вдохновение и оставляем второе. Вот этот вой в юге увеличивает значение крит удара и крит урона до 50%. Сейчас мы посмотрим, что дает это пробуждение и насколько потеряется урон. И какая вообще разница в принципе между второй пробудой и между пятой. До этого я трай делал. В принципе, примерно один и тот же урон всегда был. Так, 3,7. Ну, где-то на 900 мы просели, да? 900 миллионов разница. Но, тем не менее, на второй пробуде, да, все равно больше, чем со Стайон. Со Стайон было 2,6. И теперь снимаем пробуждение полностью с нее и смотрим, что она сможет нам показать на этот раз. Напоминаем, со Стайон было 2,6, Стайон была 5, но опять-таки Стайон это редкий саппорт, а Редгунда это эксклюзивный. Ну, на 500, почти на 600 больше. Опять-таки чуть рандома, да? 6,30. Простояли чуть меньше. Давайте-ка еще один трай сделаем для более такой уверенности. 3, да? Ну, в принципе, примерно плюс-минус пол, полмиллиарда, да, разница. Не такая огромная, но тем не менее, да, разница все равно есть. Ну, опять-таки, да, если вы, допустим, отказались от совы там в сторону какого-то другого саппорта, то, в принципе, Истайон может ее нормально, в принципе, заменить. Также в данном видео вы наглядно увидели разницу именно в пробуждениях. Какие пробуждения и насколько они значительны. То есть без пробуд и на 5-й пробуде у нас разница получается, ну, больше, чем 1,5 миллиарда. И на втором пробуждении мы тоже где-то, сколько у нас там было, я уже и забыл. Что-то там около 3,7 было, да? Что-то такое. Ну, опять-таки, 700 у нас было бы, ну, на 700 больше. Вот. Ладно, что, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.